У данной категории будущих массажистов наименьший срок обучения. К тому же это единственная группа, кто может поступать в учебные заведения после 9 классов школы. То есть у них еще 2 года экономии. Из представленных групп у этой наиболее выигрышная ситуация, так как по окончании обучения в колледже им необходимо лишь пройти массажные курсы, которые длятся обычно несколько месяцев, после которых они получают сертификат специалиста и могут работать массажистами в заведении практически любого профиля. В лечебном учреждении, в спортивной команде и в других. Еще один плюс у этой категории – это то, что после 3 лет работы массажистом они могут претендовать на медицинскую лицензию для того, чтобы в будущем вести самостоятельную массажную практику в форме индивидуального предпринимательства. По крайней мере, так написано в нормативах. Но пока что, признаюсь, я таких массажистов, индивидуальных предпринимателей не встречал. К основным минусам этой группы, наверное, можно отнести качество образования. С советских времен средний медперсонал готовили и продолжают сегодня готовить к работе под руководством врача. То есть такие моменты, как диагностика и назначение лечения, остаются в компетенции врача. И по данным вопросам средний медперсонал особо не готовят. Поэтому специалисты со средним медицинским образованием фактически являются лишь исполнителями врачебных назначений. Следующая группа – это выпускники физкультурных вузов. Это, наверное, самая обделенная категория массажистов. Почему? Потому что уровень и теоретической, и практической подготовки именно по массажу во многих физкультурных вузах выше, чем в медколледжах. Самому массажу обучают физкультурников, если не ошибаюсь, 3 семестра. У них есть предметы, посвященные основам массажа, посвященные лечебному и спортивному массажу, которому не учат ни средний медперсонал, ни даже врачей. Но получить медицинскую лицензию физкультурники даже после очень большого стажа работы не могут, так как выдается она только людям с медицинским образованием. А физкультурники у нас относятся к педагогам. И, следовательно, официально частную практику массажистам сегодня они вести не могут. Кроме того, у этой категории могут возникнуть проблемы при получении сертификата массажиста, что может создать трудности при официальном устройстве на работу на должность массажиста. Поэтому получается так, что по уровню подготовки это специалисты часто высокого класса, а возможность спокойно, законно работать массажистами у них есть не всегда. И третья группа – это студенты медицинских вузов. Из плюсов у этой группы можно выделить достаточно основательную подготовку по различным базовым дисциплинам. Например, первых 2 года в мединститутах студенты изучают только лишь строение и физиологию здорового человека. С массажем же будущие врачи сталкиваются лишь на последних курсах учебы при изучении таких предметов, как лечебная физкультура и физиотерапия. Причем знакомство это зачастую достаточно поверхностное. Объясняется это тем, что непосредственные массажные обязанности у нас переданы среднему медперсоналу, а большинству врачей надо знать лишь самые основы массажа. И поэтому будущие врачи как-то не особо рвутся получить знания, связанные с массажем. Им и без него хватает информации. Исключение среди врачей – это врачи по лечебной физкультуре, по физиотерапии и некоторым другим специальностям. То есть те, кто чаще направляют больных на массаж. И вот именно у врачей этих специальностей знания о массаже будут наиболее серьезные. И из-за этого среди врачей достаточно часто встречается ситуация, когда хороший врач имеет большой опыт работы, очень хорошо разбирается в какой-то узкой части медицины, но далекой от массажа, и вот такой врач практически ничего не знает или не помнит о возможностях массажа. К минусам также можно отнести длительное обучение в институте, это 6 лет, плюс последующую интернатуру или ординатуру, это еще 1-2 года. Также врачам нужен больший стаж для получения медицинской лицензии, и так же, как у физкультурников, у врачей, желающих работать на должности массажиста,
Могут быть проблемы с получением обязательного для работы сертификата специалиста. В итоге можно сделать вывод, что более длительное и более глубокое обучение в ВУЗе– это еще не гарантия того, что такой массажист будет больше востребован. Знать такие массажисты будут больше, да, но и проблем при официальном трудоустройстве у них тоже может быть больше.